Всем привет, меня зовут Зайцева Анна, и сегодня у нас тема «Домашнее насилие». Для тех, кто не знает, сейчас в Казахстане идет суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Байжановым, которые обвиняются в подозрении по убийству и сокрытию убийства молодой 31-летний Салтанат 9 ноября 2023 года. Вот, все вспомнила. Салтанат неоднократно подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны своего гражданского мужа, а именно Кондыка Бишимбаева. Есть очень много доказательств, фотосвидетельств, переписок и так далее. И в последний раз в такую ссору ей не удалось сбежать. Вот, в итоге сейчас идет суд. Чтобы помочь тем, кто столкнулся с таким же мужем, или, возможно, с таким же родителем, или, возможно, с таким же ребенком. Дети тоже в отношении пожилых родителей совершают, к сожалению, да, насильственные акты. Я записываю это видео. Первый пункт. Мы с вами поговорим о том, что такое домашнее насилие и какова вообще статистика, да, на данный момент. Второе. Мы с вами рассмотрим стадии от ухаживания агрессора к жертве до уничтожения агрессором личности жертвы. Третье. Мы с вами рассмотрим, что делать и куда вообще обращаться. Я обязательно в описании, в скриншотах здесь буду оставлять вам ссылки на фонды, на горячие линии и так далее. Первое. Что такое домашнее насилие? Я зачитаю. Домашнее насилие – это все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия по отношению к другому, совершаемое в браке или сожительстве. Также может включать насилие в отношении детей, родителей и пожилых людей. Да, это очень важно. Как утверждает британская энциклопедия, в начале 1800-х годов, то есть мы понимаем, это больше, чем там 200 лет назад, большинство правовых систем неявно признавали избиение жены как право мужа на свою жену. То есть жена была собственностью мужа в некоторых странах, в некоторых религиях до сих пор сохраняется такое отношение к женщинам. И как бы муж имел право избивать свою жену, никак не нес никакого наказания. Это было его право. То есть прошло не так много лет, да, мы с вами должны понимать, потому что иногда нам кажется, когда мы видим такие дела, как дело об убийстве Салтанат, нам кажется, не может такого быть в таком развитом мире, с таким просто быстрым научно-техническим прогрессом не может такого быть. А вот наоборот, мы обложились тут гаджетами, компьютерами, телевизорами и так далее, ракеты в космос запускаем. А по факту не так давно мы были еще, простите, не сильно отличались от животного, так грубо говоря. Вот, и в искусстве это тоже проявлялось, как и обычно. Я подобрала две картины, оставлю. Первая – это муж избивает жену палкой, приблизительно 1360 год, по-моему, из Википедии я взяла. И второе – это карикатура Жана Гранвиля, которая подписана с переводом «бьет, значит, любит». На переднем плане мы видим изображенного мужчину, наказывающего ребенка, а на заднем муж бьет жену. 1845 год. 1845 год. Не так давно, да, то есть это было вообще некой нормой. Люди рисовали картины, это была некая нормализация домашнего насилия. США стала вообще одной из стран, которые начали впервые создавать какие-то меры, законодательство и так далее. Но несмотря на то, что они этим занимались давно, только в 1993 году, 31 год назад, то есть это за год до моего рождения, только тогда ООН опубликовала стратегии борьбы с домашним насилием, двоеточие, справочное руководство, и призвала другие страны последовать, да, за этим документом и ввести какие-то меры в отношении домашнего насилия. 31 год назад. Я просто хочу, чтобы вы осознали, насколько не так давно вообще это считалось нормой в нашем обществе. После принятия закона о домашнем насилии многими странами его начали отменять. Таким образом, в 2016 году в Российской Федерации и Казахстане произошла декриминализация домашнего насилия. Сейчас в связи с делом Салтанат, с митингами, которые проходят в Казахстане, очень быстро этот закон вернули, и это очень хорошо. В Армении, я читала в новостях тоже, ввели такой закон о домашнем насилии. Надеюсь, в Российской Федерации тоже об этом задумаются. Но все это на самом деле не спасает жертв, которые подверглись насилию. То есть эти законодательные
акты не помогают, да, потому что женщины боятся обращаться в полицию, у них там много эмоций, мы с вами будем говорить об этом подробнее в третьей части видео, то есть много причин, почему они боятся, почему они ничего не делают, не уходят и так далее. И давайте посмотрим на статистику, да, несмотря на то, что есть законодательство, ну, несмотря на то, что вроде бы как люди-агрессоры, да, должны нести какое-то наказание, статистика просто ужасная. Посмотрим на статистику США, там более 50% убийств женщин совершается бывшими или нынешними интимными партнерами. Там еще из интересного, я не буду это вставлять, это я просто читала, когда изучала всякие статьи, там еще большая часть вот этих убийств приходится на удушение, и вроде как они даже отдельно в законодательстве прописывали какую-то статью вот про эти удушения. В России же этот показатель, как мы понимаем, еще выше. Согласно статистике, за 2011-2019 года процент убитых женщин от домашнего насилия составил 65%, ну, 65,8, если быть точной. В 2020 году этот процент составил 79, в 2021 году 71,7. Также есть страны, где ситуация еще хуже, вот просто еще хуже, и я не буду здесь вставлять кадры, я не буду говорить подробно, чтобы вас не шокировать и не пугать, и YouTube не заблокировал видео. Я оставлю для вас в описании обязательно ссылку на отчет о борьбе с насилием в Бангладеше, Индии и Камбодже. Я просто вас буду сейчас предупреждать о том, что там есть фотографии женщин и детей, которых облили кислотой. Мужчины, например, за которых они не хотели выходить замуж, или мужчины, которым там что-то не понравилось в поведении этих женщин, и вот женщины понесли такое условно, как мужчины считают, наказание. Обязательно, ну, если вам ок смотреть на такие картинки, обязательно изучите, там есть некоторые интересные истории. И, наверное, последнее, что мне хотелось бы сказать из статистики, это показать вам мировую карту существования законов против домашнего насилия. Карта составлена в 2017 году, это уже как бы не очень современные данные, то есть 7 лет назад я не нашла что-то более раннего, вот такого обобщенного по всему миру. И вот красным выделено как раз, что вообще нет никаких законов о домашнем насилии. Да? Вот представляете, какое большое количество планеты Земли, где вот женщины подвергаются насилию и никак не могут себя защитить, да? Никак их государство в этом не оберегает. Очень важно, да, заканчивая наш блог со статистикой, что физическое и эмоциональное насилие, как мы понимаем, применяется не только по отношению к женщинам, но и по отношению к мужчинам. И как мы с вами читали в определении, еще и к пожилым людям, к родителям и детям. Но в данном случае, в данном видео я буду рассматривать именно кейс физического и эмоционального насилия в отношении женщины, потому что статистика ужасна, она действительно гораздо выше, чем статистика там, каких-то причинений домашнего какого-то насилия в отношении мужчины или других членов семьи. Поэтому очень важно, да, что исходя из того дела, которое сейчас рассматривается в суде по убийству Салтанат, исходя из статистики, мы с вами сейчас рассмотрим в третьем блоке стадии от ухаживания до уничтожения личности именно на примере мужчины и женщины, где мужчина будет выступать агрессором, а женщина будет выступать жертвой. Все начинается с первой стадии, она очень часто называется медовый месяц. Часто именно в этот период агрессор формирует чувство безопасности и доверия к самому себе. Вот он всегда готов откликнуться, он засыпает вас цветами, вниманием. Вы самая лучшая, вы самая красивая. Вы никогда в жизни не чувствовали такой связи, такого вообще вот эмоционального подъема, да, это все происходит из-за того, что у вас гормончики-то дофамин и серотонин не дремлют на подарочки и комплименты, и вам кажется, что вот это просто ваш мужчина мечты, он мужчина из вашей прошлой жизни и так далее. Такие отношения очень быстро переходят в стадию помолвки, в стадию там детей рожать, в стадию, когда люди женятся. Это происходит, потому что агрессор не может долго притворяться, да, это сложно, ну и, возможно, некоторые из них искренне верят в то, что вот, да, я встретил свою любовь, но агрессоры достаточно нарциссичны, это можно увидеть тоже в разных справочных материалах, заключениях психологов, и как бы их нарциссичность выражается в том, что в глубине души они себя на самом деле не любят. И они ищут себе жертву, очень красивую, успешную, достаточно уверенную в себе, которую будут потом
давить, да, и за счет этого будут самоутверждаться. Но при этом в обществе все будут видеть, какой агрессор красавчик, там, не знаю, в 50 лет захомутал такую красивую 30-летнюю молодую девушку, успешную в карьере, например, да, и не будут знать, что происходит дома, и не будут даже, возможно, верить тому, что будет говорить эта женщина. Вот. В здоровых же отношениях, конечно, люди не стремятся так быстро, да, перейти в стадию брака, нарожать детей, потому что они понимают, что нужно узнать другого человека, что влюбленность – это некий коктейль гормонов, который будет спадать неизбежно. И, конечно, эти люди все это понимают, присматриваются к человеку, а не спешат с ним завести семью там, через месяц. Но очень важно, да, мне сказать, конечно, и здоровые отношения иногда так стремительно развиваются, но очень редко. Вот. На первой стадии именно из-за этого очень сложно распознать агрессора, потому что он, ну, невероятно хорош. Он настолько хорош, что у вас никогда такого не было. И, конечно, за счет гормонов вам кажется, что это просто невероятный какой-то мужчина вашей мечты, вашей жизни, из вашей прошлой жизни. И здесь я могу рекомендовать только одно – постараться наблюдать вообще за любым человеком, наблюдать за его отношением к животным, да, потому что агрессоры могут, конечно, и пнуть собачку, вот и такое я слышала, послушать вообще, да, вот как человек относится к детям, что он говорит о своих родителях, все это очень важно, как такой пазл, который нужно собирать. Вот, поэтому на этой стадии медового месяца, к которому агрессор будет еще возвращаться периодически, конечно, сложно распознать те самые абьюзивные отношения, так как их называют сейчас. Вот, как я уже говорила, да, агрессор выбирает себе красивых, успешных женщин, за счет них они самоутверждаются в обществе, смотрите, какой я классный, за счет них же они самоутверждаются дома, потом унижая свою жертву. Они их просто, знаете, вот у них как квест бессознательный растоптать и уничтожить. Вторая стадия – это некие первые негативные такие выпады в вашу сторону. Часто они сопровождаются, знаете, двойными посланиями. То есть, например, я написала несколько примеров вам. Например, вы покрасились в брюнетку, а до этого были блондинкой. И вы приходите к агрессору, говорите: смотри, какая я брюнетка красивая. И он говорит: да, слушай, тебе так идет, но хорошо, что ты покрасилась, ты такая страшная до этого была, тебе так не шло блондинка, я вообще не знала, как тебе сказать. И вроде бы вам сказали комплимент, но та форма подачи, в которой вам сказали, что вы вообще были ужасны, и вам не шел предыдущий цвет волос, и вам не знали, как об этом сказать, очень сильно как бы вашу самооценочку в этот момент так понижает на самом-то деле. Может, вы сами себе не признаетесь в этом. И если таких выпадов становится много, а их становится с агрессором много, и вы не отстаиваете свои границы, не говорите, что для вас это неприемлемо, в какой-то момент ваша самооценочка все равно, знаете, как есть эффект повторения. Когда нам будет повторять одно и то же что-то там про какой-то банк на всех углах, мы будем доверять этому банку, так и с какими-то данными, которые как бы вам говорят о вас другие люди, да, оценочными суждениями. Чем чаще вам будут говорить, что вы красивый, тем больше вы в это будете верить. Чем чаще вам будут говорить, что вы страшный урод тупой, то, ну, тем больше вы будете в это верить. Или, например, еще вот один пример я привела. Вы сделали хвостик, и вам говорят: у тебя что, залысины? Иди, может быть, волосы нарасти или хвостик не носи, как-то не очень смотрится. И говорят это женщине. Вот просто представьте, да, ну, окей, если там действительно какие-то проблемы, можно найти еще какие-то слова подобрать, но если это просто, знаете, у многих женщин здесь пушковые волосы светлые, то, ну, наверное, это будет неприятно, и женщина может действительно подзадуматься и начать комплексовать. То есть, наверное, в норме, если у человека все с самооценкой, вот внутренне он в себе уверен, понимает свои минусы и плюсы, его это не пошатнет. Будет ли ему приятно слышать от партнера? Такое нет. Но чем больше вам будут накидывать таких двойных посланий, чем больше там будет сопровождаться еще другими какими-то критериями, тем ниже будет ваша уверенность в себе, неизбежно. То есть ваша самооценка начнет по чуть-чуть падать. Дальше вам продолжат накидывать негатива, не только про вас, но и про ваших подружек, что вообще-то они такие какие-то не очень, и они тебе завидуют, не надо с ними общаться. То есть вам будут пытаться сократить круг общения до самого агрессора, вот чтобы вы больше ни с кем не общались. Постараются сделать так, чтобы вы поскорее родили от него ребенка и стали более зависимы от него. Постараются лишить вас работы, скажут: не надо тебе работать, зачем тебе это, я тебе буду денег давать. То есть сделать так, чтобы вы вообще были полностью от этого человека зависимы.
Ну, это, конечно, в случае, если этот агрессор имеет заработок, деньги и так далее. Есть, конечно, агрессоры, которые, ой, вообще просто пьют, не работают, еще и деньги у женщин берут. И третья стадия – это качели. Это вас качают, то вы самое лучшее, то вас опять унижают, вы что-то сделали не так, вам навязывают чувство вины, с вами что-то не так, вы какая-то не такая, никого до вас такого вот ужасного не было человека, вы не понимаете натуру тонкую агрессора. В первый раз, то есть вообще агрессор столкнулся с такой ужасной женщиной, как вы. И когда вас начинают качать на качелях, когда происходит вот этот какой-то негатив, и туда уже потом постепенно начнет внедряться физическое насилие чаще всего, вы начнете вспоминать тот самый медовый месяц, те периоды, когда было хорошо, и вы были самые лучшие, и думать, блин, так может это реально со мной что-то не так? Может быть, я реально, не знаю, там, страшная, некрасивая, тупая, и какая-то не такая, и он мне действительно правду говорит? И в этот момент происходит большой сдвиг в мозге, да, то есть человек перестает себя принимать. У человека начинают снижаться когнитивные способности, скажем так, да, включать когнитивные процессы, ресурса меньше, потому что он забит вот этой виной, потом начинается страх, если на вас подняли руку. То есть вы уже попали в те качели, вы тут при этом же зависимы от тех эмоций, да, где вы самые лучшие, самые красивые, перед вами на коленях извиняются, вам цветы какие-то там, огромные букеты дарят, на яхтах вас катают, например, да, ну, у кого-то другое, как сказать, другой бюджет ухаживаний, но смысл вы поняли. То есть человек уже привыкает в этом качаться. Конечно, здесь я не могу обойти стороной, не каждый человек попадет в эту ловушку агрессора. Потому что когда человек внутри себя имеет опору, любит себя, уважает себя, знает себе цену, знает свои плюсы и минусы, он просто на начальной стадии уйдет. Это очень важно понимать. А вот если внутри есть какая-то неуверенность в себе, неуверенность, что я там, не знаю, например, установка, что нужно выйти замуж до 30, а я не вышла, и значит, со мной что-то не так, и любой, кто меня возьмет замуж, там какой-то супер идеальный. Ну и четвертая стадия – это полное уничтожение личности или стадия истощения, как я еще написала. Чем больше жертва зависима от агрессора материально, каким-то там физическим вещам, квартира, дом, там ребенок, которого нужно кормить, у нее нет работы, не осталось друзей, она плохо выглядит, не уверена в себе, максимально, когда вот эта зависимость происходит, в этот момент самооценка просто на дне. Подниматься оттуда будет сложно, но можно, очень важно это понимать, да, и происходит истощение, потому что уйти в этот момент очень сложно, даже если в этот момент будут жертве говорить, просто собери вещи, уходи, там все потом решим, кто-то, например, она не уйдет. Потому что в этой стадии уже присутствует очень большое количество страха. Страха, что наверняка были попытки уйти, там, и муж после этого еще больше кричал или бил. Наверняка и детям там доставалось, если они есть. То есть человек боится вообще что-то делать, он настолько не уверен в себе, что даже не понимает, например, а сможет ли он работать, а сможет ли он обеспечить детей и так далее. И тут же еще есть чувство вины огромное, потому что агрессор за счет да, где он то вас боготворит, то он вас унижает, но он вам, конечно, создал достаточно деструктивную среду, где вы могли получить просто огромную психологическую травму, которую там до этого, которой у вас не было. Вот. Многие говорят жертвам, ну, типа, напиши заявление в полицию, но просто, ну, из-за того, что жертва в каких-то огромных страхах, в огромной вине, она не может пойти этого и сделать. Надо просто понимать, если ваша подруга в такой ситуации, самое худшее, что вы можете сказать ей: уйди. И ничего при этом не сделать, да, не помочь в этом. Просто уйди, ну что ты не уходишь, я тебя не понимаю. Ну, конечно, вы ее не понимаете. И согласно исследованиям, кстати, больше половины поданных заявлений в Российской Федерации на своих мужей, например, что к ним было применено физическое насилие, они отзываются. При этом, чтобы привлечь к ответственности уголовной в Российской Федерации, из-за того, что в 2017 году было декриминализировано домашнее насилие, сейчас нужно принести, по-моему, около 3 заявлений, ну, в отношении там супруга или гражданского мужа о том, что он применил к вам физическое насилие. Иначе никакой уголовной ответственности он не понесет.
Понятное дело, что если больше половины их забирают, потом никто там до 3 заявлений не носит. Вот. А потом мы видим ужасные статистические данные, где 70% примерно, да, в России женщин, где 70% убийств женщин в России приходится именно на убийство домашнего насилия, так сказать. Вот. То есть мы видим, что от стадии медового месяца до стадии истощения, уничтожения личности, да, проходят вот эти вот эмоциональные качели, где вас качают, 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 просто уже выводят из себя, у вас, скорее всего, уже бессонница, потому что когнитивная нагрузка, да, вот, то есть когнитивная нагрузка – это когда ваши психические процессы – это внимание, память, мышление, воображение, заняты чем-то, да, а вы заняты чувством вины, чувством, не знаю, мыслями, а как мне ваше мышление работает, как мне угодить этому мужу, там тут же задействуется память, вспомнить все, что он хотел, все, что он сказал, вспомнить еще что-то, ну, в общем, воображение, да, придумать подарок или там, как ему угодить, когда он придет с работы и сделать так, чтобы он не накричал на меня, вот, то есть когнитивного ресурса очень мало, когда вы ложитесь спать, у вас случается некая руминация, это умственная жвачка, от этого идет бессонница, тем самым вы не досыпаете, ваш когнитивный ресурс еще меньше, сил нету. Ну, в общем, способность принимать решения, она очень сильно снижается. Тут же еще, например, и дети. И, конечно, принять в этом состоянии решение о том, чтобы уйти, поверить в себя вдруг, что вы найдете работу, что у вас все будет хорошо, очень-очень сложно. И именно из-за уничтожения, да, так сказать, сужения когнитивных процессов, это тоже очень важно понимать. Мы переходим плавно к третьей части, это что делать и куда обращаться. Относительно эмоционального насилия, то есть если вы вступили в стадию, например, медового месяца, и тут к вам начали вот эти двойные послания проявлять, какие-то оскорбления, конечно, если не дошло до физических побоев, и у вас все хорошо внутри с самооценкой, вы очень уверены в себе личность, у вас все хорошо с работой, с образованием, вы полностью полагаетесь в этой жизни на себя, то все у вас будет хорошо. Вы, конечно же, отстоите свои права, отстоите свои личные границы, и никто вас вот в этих качелях не сможет покатать. Конечно, отношения могут закончиться, но вас это и не выведет из себя, поскольку у вас, скорее всего, и нет цели жизни построить отношения. Или нету установки, что это последний мужчина в моей жизни. Вы будете прекрасно понимать, что это не последние отношения, и без отношений вы тоже не умрете. Вот, поэтому что нужно делать, да, вот что делать, куда обращаться в первую очередь, ну, это работать над своей самооценкой, это делать так, чтобы у вас было образование, это делать так, чтобы у вас была опора, чтобы вы умели зарабатывать деньги обязательно. Потому что если у вас этого нет, то вами очень легко управлять, да, на вас легко найти рычаги. И вам сложнее, конечно, вы зависимы будете от другого человека, как ребенок, не сможете уйти. Как дети, они же не могут уйти, когда к ним применяется физическое насилие. Ну, потому что не знают куда, не знают законов, понимают, что не выживут, негде, денег нет и так далее. Вот то же самое и здесь. Но если уже началось физическое насилие, мне очень жаль, если вы смотрите это видео и вы в этой ситуации. Здесь, к сожалению, каких-то волшебных вариантов, где вы спасете своего этого абьюзера, их просто нет. Здесь нужно делать одно – это вставать и уходить. И я представляю, как это сложно, я прекрасно понимаю, поэтому я подготовила. Оставлю в описании вам фонды, горячие линии. Они на территории Российской Федерации, потому что я их оставляю, потому что они проверены. Я точно знаю, что вы можете это использовать, что вы получите качественную помощь. Вот. Но что касается других стран, я не возьмусь предоставлять данные, которые я не проверяла, и я в них не уверена. Поэтому я рекомендую вам просто погуглить, и, скорее всего, в вашей стране тоже есть такие фонды и службы помощи. Помимо фондов, я также рекомендую вам почитать несколько книг. Первая книга, их две точнее, да, вообще говорят трилогия, но я нашла только две, читала. «Тани Танк, бойся, я с тобой». Очень простая, понятная, со всеми описаниями. Вот вы будете читать, когда вы прям будете думать, боже мой, это же просто описывается там мой муж или мой парень. Просто вызывает шок, когда вы читаете это. И вторая книга, Норвуд Робин написала ее, «Женщины, которые любят слишком сильно». Она в переводе, на русский язык есть, вот ее можно
найти в Литресе, по-моему. Очень тоже простая, рассказывается по историям, очень интересно. И третья книга, она посложнее, но она про глубину понимания и себя в роли жертвы и спасателя, и своего преследователя. Суть в том, что мы посмотрим на треугольник Карпмана, где есть жертва, преследователь и спасатель, и начнем это изучать. Просто это видео не об этом. Вы поймете, что так или иначе вы со своим агрессором меняетесь местами. Иногда он становится жертвой, а вы преследователем. Иногда вы становитесь спасателем, а он жертвой. Иногда это наоборот. Поэтому вот книга Карпмана я очень рекомендую тоже прочитать. Она посложнее, но она описывает много разных треугольников, в которых люди вот играют в свою игру. Карпман вообще является учеником Эрика Берна, который создал транзактный анализ. Это по книгам, которые вам обязательно стоит прочитать, если вы с этим сталкивались или у вас есть какой-то интерес к этой теме. На этом мы заканчиваем. Вот, то есть я хочу подвести итог и кратко сказать, что делать, да, в ситуации, когда вы столкнулись с физическим или эмоциональным насилием. В том случае, если вы еще вообще не вступили в отношения и переживаете, что вы можете столкнуться с таким мужчиной, вам нужно работать над своей самооценкой, вам нужно быть более уверенной в себе, вам нужно строить карьеру, вам нужно обязательно уметь зарабатывать деньги, иметь образование, хобби, цели, увлечения. То есть вы должны быть интересны сами себе, ваша жизнь должна быть интересна вам, и тогда при малейших каких-то эмоциональных, да, насилиях, каких-то проявлениях негативных в ваш адрес еще до физического насилия, вы будете это все пресекать, вы не дадите так поступать с собой, вы будете очень жестко отстаивать личные границы, и, скорее всего, к вам такого и не применят, и вы всегда сможете встать и уйти, потому что у вас не будет зависимости к этому человеку. И, конечно же, у вас будет критическое мышление, чтобы распознать такой абьюз. Второе. Если вы уже столкнулись с физическим насилием, лучшее, что можно сделать, это уйти. Но, к сожалению, в связи с этими качелями, да, которые устраивает агрессор, в связи с тем, что вы, скорее всего, испытываете очень много страха, очень много вины, в связи со всеми этими обстоятельствами, скорее всего, вы не можете просто так взять и уйти. Поэтому я оставляю в описании для вас фонды и ссылки на горячие линии в Российской Федерации. И если вы из другой страны, я рекомендую начать искать в вашей стране такие фонды и горячие линии. Ну и третье, что вы можете сделать, это начать читать такую литературу, просто чтобы знать, если у вас нет такого случая, если вы уже столкнулись, увидеть некую нормализацию от людей, которые это прошли, которые из этого вышли, которые скажут, что с вами все нормально, да, потому что, наверное, одна из основных проблем жизни с человеком, который оказывает в отношении вас физическое или эмоциональное насилие, это вот это чувство вины, ужасное чувство вины, в связи с которым появляется уже и аутоагрессия, скорее всего, у вас, и бессонница, как я говорила, снижение когнитивных способностей. Вот, эта книжка даст вам нормализацию, что с вами все нормально, это вообще не в вас проблема, да, это очень важно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго, пока-пока.